Друзья, всем привет! В этом ролике я поведаю вам две забавные истории, которые произошли в 1983 году с экипажами Ту-22К 203-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, аэродром базирования Барановичи, Белорусская СССР. Обе истории получили огромный резонанс в то время, да и по сей день обрастают множеством слухов и домыслов. Первое летное происшествие получило название «Зеркальный полет», второе – «Бройлерный полк». Летные происшествия моментально облетели все ВВС СССР и получили широкую огласку. Обстоятельства инцидентов во всех подробностях доводили до летного состава и курсантов летных училищ. Кто служил в дальней авиации 80-х, должны помнить об этих случаях. Зеркальный полет вошел в историю дальней авиации как самая грубая и одновременно анекдотичная штурманская ошибка. По счастливой случайности никто не погиб. Но все же результатом истории стала не одна сломанная человеческая судьба. Историю про бройлерный полк вы увидите в конце ролика. Историческая справка о самолете Ту-22. Просьба его не путать с Ту-22М2 и Ту-22М3. Это принципиально абсолютно разные машины. Самолет Ту-22 по классификации НАТО Блайндер «Слепец» разрабатывался в качестве замены бомбардировщика Ту-16. Наши летчики сразу прозвали Ту-22 «Шилом» за характерный внешний вид. Он стал первым сверхзвуковым бомбардировщиком в дальней авиации СССР. Самолет эксплуатировался с 1958 по 1994 год и был сложным в эксплуатации как в техническом, так и в летном аспекте. Самолет доводили до кондиции на протяжении практически всего периода его эксплуатации. Всего было построено 311 машин различных модификаций. Из них 70 потеряно в авариях и катастрофах. Как видим, друзья, 22,5% – огромный процент потерь. На канале будет отдельное видео о причинах катастроф Ту-22. Следите за каналом и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересное видео. Как Ту-22 только не называли, и людоед, и вдоводел. Вдоводел, потому что делал жен летчиков вдовами. И в этом была своя горькая правда. Но летчики, летавшие на Ту-22, с большой теплотой и уважением вспоминают об этом самолете. Он был уникален и заслуживает внимания и огромного интереса, как и память о летчиках, которые на нем летали. В дальней авиации считалось, что тот, кто летал на Шиле, без проблем освоит любой тип. И это правда. Будет очень интересно, друзья. Смотрите до конца и оставляйте свои комментарии. Ну а я продолжаю. Итак, история первая о зеркальном полете. 24 марта 1983 года экипаж Ту-22К номер 63 203-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка в составе командира корабля майора Михаила Чижова, заместителя командира авиационной эскадрильи по политической работе, штурмана старшего лейтенанта Дроздецкого и оператора Мерзликина, должен был выполнить полет ночью по маршруту ведущим ударной группы. Экипаж выполнял задачу в ходе летно-тактических учений с тактическим пуском ракет на 700-м полигоне в Каспийском море с постановкой пассивных помех. Полк взлетал с аэродрома Моздок. Уже после получения предполетных указаний было принято решение о смене курса взлета на обратный из-за изменения направления ветра. Из-за невнимательности штурмана курс взлета самолета не был установлен с разницей в 180 градусов. Поясняю, что на самолетах Ту-22 при полете по маршруту за основу берется ортодромический курс. Ортодромическими курсами пользовались в старых навигационных системах. Он выставлялся на исполнительном старте, и далее весь полет выполнялся только по нему. Ортодромический курс мог не соответствовать магнитному и истинному. Отсюда и произошла вся путаница. Из-за этого полет выполнялся в зеркальном отражении к заданному маршруту, и ракетоносец ушел в обратном направлении от группы. Основная группа ушла в направлении Белоруссии, а наш герой в Иран. Ситуацию усугубило то, что весь полет должен был проходить в режиме радиомолчания. Ни руководитель полетов, ни центры управления воздушным движением нарушения не заметили.
Через 50 минут после взлета 19 экипажей выпустили свой тактический боезапас по цели на полигоне в Каспийском море, а экипаж Дроздова, соответственно, по случайной цели в Азовском море. Отработали и развернулись, чтобы лететь на родную базу. 19 ракетоносцев взяли курс на Россию и дальше на Белоруссию, а экипаж майора Дроздова тем временем спокойно и с чувством выполненного долга двигался к государственной границе в южном направлении. По удивительному стечению обстоятельств, все ориентиры на Земле в точности соответствовали заданным по маршруту. Надо же так случиться, что Баку и Ростов находятся на одной линии относительно Моздока, но в разные стороны, и расстояние до каждого одинаковое, по 550 километров. Спустя некоторое время в Тбилисском РЦОВД заметили самолет, летящий в направлении государственной границы СССР, и информировали КП ПВО о нарушителе. На перехват идущему на юг неопознанному самолету Ту-22 было поднято дежурное звено истребителей Су-15 с аэродрома Марнеули. В то же время, согласно заданию, оператор Ту-22К занялся постановкой пассивных помех. В итоге экраны РЛС истребителей оказались забиты помехами и перехват был сорван. Через несколько минут Ту-22 оказался над Ираном. При пересечении границы самолет шел точно по международной трассе, поэтому иранцы не отреагировали на появление нежданного гостя. Экипаж даже не представлял себе всю рискованность своего положения. Иранцы в это время воевали с соседним Ираком, имея налаженную систему ПВО, на счету которой числилось большое число сбитых чужих самолетов. Вскоре в стороне показались огни большого города, оказавшегося Тегераном, который экипаж ошибочно посчитал Курском. Иранцы, к счастью, ничего не заметили, так как у них был большой праздник, истребители они не поднимали. По расчету самолет должен был как раз проходить очередной поворотный пункт маршрута, и штурман искренне считал, что внизу видит огни Курска. «Командир, проходим Курск, по локатору нормально», – доложил из своей кабины штурман. «Точно, здоровый город под нами», – спокойно подтвердил командир. Но это был Тегеран. В итоге Ту-22К вышел к крупному городу Мешхет на северо-востоке Ирана, возле которого располагалась крупная иранская авиабаза. Здесь штурман дал команду снижаться, полагая, что самолет достиг конечного пункта маршрута – аэродрома Барановичи. Командира корабля смущали внизу горы под луной с заснеженными вершинами, которых никак не могло быть посреди белорусских равнин. Командир начал догадываться о потере ориентировки. Летчик ответил: никаких снижений, пока не пойму, где мы находимся, и встал в круг. Чтобы определить место самолета, экипаж стал запрашивать землю по всем возможным каналам, но никто не отвечал. Подали сигнал бедствия. Потеря ориентировки стала очевидной, когда стало всходить солнце совсем не с той стороны, где ему следовало быть. Стало понятно, что последние 3 часа они летели обратным курсом на восток вместо запада. Командир принял решение повернуть на север. Там, по всей видимости, должна была находиться своя территория. По счастью, вскоре на запрос открытым текстом ответил аэродром истребителей Мары-1 на юге Туркмении. В Марах же был штатный руководитель полетов подполковник Смирнов. Опять же, по счастливой случайности он прибыл на СКП, чтобы руководить санобработкой хлопчатника с Ан-2. Смирнов и вывел экипаж Ту-22 на аэродром Мары, дал данные и условия для посадки. Экипаж сумел выйти на аэродром Мары-1 и благополучно приземлился с минимальным запасом топлива. По воспоминаниям оператора капитана Мерзликина, пока мы выходили к аэродрому, была поднята пара истребителей на перехват и сопровождение, так как мы шли из Ирана и уже сменились коды опознавания. Один из летчиков-перехватчиков в суматохе забыл включить свою систему опознавания, и они гонялись друг за другом где-то рядом, а мы уже были в районе 3-го разворота, а после 4-го и зашли на посадку. Позже командир сказал, что при проходе над полосой разглядел наши самолеты со звездами и солдата караульного, расстегнутого до пупа и с висящим ремнем. Если бы не видел звезд на самолетах, вас бы катапультировал, а сам бы врезался в землю. Решил это еще тогда, когда в круг стали. Последствия. После посадки на аэродроме в Марах экипаж встречали официальные лица в виде особистов, ведь на самолете было подвешено одно изделие – крылатая ракета Х-22. Обстановка накалилась сразу. Экипажу досталось очень сильно, особенно переживал произошедшее командир корабля. И это было понятно, ведь командир экипажа отвечает за весь экипаж.
После инцидента майора Чижова понизили с должности заместителя командира эскадрильи по политической части и назначили командиром отряда в 3-ю эскадрилью. Но из-за сильных переживаний он не смог служить и уволился из вооруженных сил. После увольнения из армии он уехал в город Луховцы под Москвой, где устроился на авиастроительный завод, на котором работал в молодости еще до армии. Но проработал он на новом месте только около месяца, после чего умер. Сердце не выдержало переживаний. С момента происшествия прошло менее года. Непосредственный виновник инцидента, штурман корабля, был переведен в штаб 22-й бомбардировочной авиационной дивизии, где и проходил дальнейшую службу. Также досталось заместителю командующего ПВО и командиру 982-го истребительного авиационного полка за то, что не сумели перехватить нарушителя. Их дальнейшая судьба мне неизвестна. После этого инцидента Иран хранил молчание. Знал ли он что-нибудь о нарушении его границы? Вряд ли. Тем не менее, советское правительство сочло необходимым, чтобы не напороться на разоблачение, извиниться перед соседом за невольное вероломство. Вот уж теперь Иран вознегодовал и обрушился на Советский Союз ненавистной и невоздержанной нотой. После этого инцидента 203-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк в шутку стали называть ВВС 203-м Тегеранским полком. Существует еще одна история, связанная с 203-м тяжелым бомбардировочным авиационным полком. Бройлерным его назвали из-за другого инцидента. Заметьте, что оба инцидента произошли в один год. Поломка самолета Ту-22К 10 января 1983 года. Метеоусловия на аэродроме Барановичи: слоисто-дождевая облачность 10 баллов, высота нижней границы облаков 350 метров, слабый дождь, видимость 4 километра, ветер встречный 10-12 метров в секунду. Обстоятельства. Экипаж командира отряда выполнял тренировочный полет по маршруту ночью, это был второй его полет в летную смену. При заходе на посадку при пролете железнодорожного полотна, расположенного в 396 метров от торца ВПП, с магнитным курсом посадки 222 градуса, самолет столкнулся тележкой правой стойки шасси с воздухозаборником шахты вентилятора вагона рефрижераторного поезда. Руководитель полетов, помощник руководителя полетов на стартовом командном пункте СКП и сменный руководитель посадки самолетов, наблюдая визуально и по индикатору РЛС полет самолета ниже глиссады, неоднократно давали команды «не снижайся резко, горизонт». После столкновения экипаж произвел посадку на ВПП на скорости 340 км в час с перегрузкой 1,3 и с расчетом 250 метров на 23 метра левее оси ВПП под углом 3 градуса влево. На удалении 600 метров от начала ВПП произошло касание правой стойкой бетона. Наблюдая сноп искр из-под правой стойки шасси, руководитель полетов дал команду на грунт. На удалении 800 метров произошло касание ВПП правой плоскостью. На удалении 1750 метров самолет сошел вправо на грунт, и на удалении 2100 метров от начала ВПП и в 48 метров от ее обочины остановился, развернувшись на 60 градусов вправо. При сходе на грунт командир корабля выключил двигатель, оператор РТС самолета сбросил входной люк, через который экипаж после остановки покинул самолет без посторонней помощи. Поезд, который задел самолет стойка шасси, как раз вез курей. Вагон разрушился и сошел с рельс. Все куры, которые находились в нем, были переданы в авиагарнизон Барановичи на склад базы. После этого происшествия в летной столовой продолжительное время летчиков кормили курятиной из этого разрушенного вагона, видимо в знак напоминания о данном летном инциденте. После этого летного происшествия 203-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк ВВС дальней авиации получил прозвище «Бройлерный полк». На этом все, друзья. Оставляйте свои комментарии, будьте в них сдержаны, соблюдайте правила интернет-сообщества и проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.